Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами Школа Рукоделия и я Вика. Сегодня мы вяжем вот такую вот прекрасную шапку от Brunello Cucinelli. Я взяла за идею именно с последней модели вот эту шапочку и полностью ее повторила, ну не полностью, сразу скажу, ну приблизилась, да, потому что я изменила макушку. По моему мнению, как бы я сделала макушку более такую, не буду говорить красивую, лучше ложащуюся, я бы так сказала, девчонки. Хотя это можно сделать и точно так же, как у маэстро. Вот, все это я в видео оговорю. Вязала я эту шапку. Смотрите, какая прелесть. Я из Алиэкспресс кашемира. Вот он у меня, этикетка. Ссылку я на него обязательно оставлю. Ну, пишут там монгольский кашемир, насколько я помню. В общем, было у меня два мотка этого кашемира. Я оставлю ссылочку под видео в описании. Вы посмотрите. Можно из пуха норки, тоже очень классно получится. В общем, вот этого кашемира у меня было два мотка, и вот сколько осталось. Это все, что осталось. И две вот эти маленькие бобинки дополнительной нити. Я ее использовала только в резинку, чтобы оно хорошо держалось. Ну, эта резиночка, она действительно плотненькая, хорошенькая. Вот, из по спицы у нас комбинация 3 спиц. А еще добавила нитку люрекса. Вязала в 3 сложения. У оригинала тонкая нить, предполагаю, хлопка или шелка с мелкими пайетками. У меня таковых не оказалось. Я добавила люрексовую нить. Но если вы будете добавлять нить с пайетками, то уберите одну основную. То есть 2 основные добавьте и нить с пайетками. Да, не 3, как у меня. Вот, чтобы попасть в плотность. Значит, я вам сейчас измерю величину всей моей шапки. Итак, в высоту она 27 сантиметров, в ширину 24 сантиметра. Это в свободном состоянии. Тянется она, вот смотрите, в разные стороны. Плюс, если нужна больше, взять спицы побольше. Если вы собираетесь, ее также можно адаптировать под берет, взять, значит, основную спицу на вот этот вот узор, взять на 2 размера больше, чем у меня. Сейчас я про спицы все скажу. И у вас прекрасно получится берет с этой и макушечкой, и с этой резиночкой. Вот у меня, так как у меня шапка, у меня меньше спицы. Спицы я использовала 2 миллиметра, вот, для резинки и для макушки. И для основного вязания здесь я набрала на 2,5, но вы этого не делаете. Сразу делайте на спице 2 миллиметра. Вот, и на основу у меня 2,5 миллиметра плюс 3,5 миллиметра. Здесь идет чередование спиц 2,5 и 3,5. Вот для достижения вот этого вот узора, вот этой пышной косички. Это у нас узор на основе полупатентной резинки. Вернее, это и есть полупатентная резинка. Но благодаря смене спиц у нас теряется, вот видите, один ряд. Он теряется и остается только одна вот эта пышная косичка. Для этого объясняю, для чего менять спицы. То есть 2 спицами вязать основу. Вот, если хотите в форме берета эту шапочку, то вы берете вот здесь вот 4,5 и 5,5, да, спицы на основную вязку. И у вас уже будет вот это пышнее, эта вязка. И получится у вас прекрасно берет. Все, начинаем. Итак, девчонки, материал, что нам понадобится? Вот 2 мотка вот этого кашемира или
пуханорки. Ссылку на оба варианта пряжи я оставлю в описании. Вот этот вот кашемир, мне вот сколько я образцов перевязала, этот самый похожий мне на оригинал, да. Вот, если вы уже видите, смотрите мастер-класс, значит, я ее все-таки довязала, эту шапочку. Если хотите пушистик, используйте пух норки. А сейчас давайте я вам покажу с белым люрексом. Вот так вот выглядит пух норки. Но тут толще спицы я взяла. Берите тоньше. Так, этот кашемир, он у нас с вспомогательной нитью. Я добавлю только в резинку эту вспомогательную нить, обе. А потом в основное вязание, вот чтобы стабилизировать резинку, да, чтобы она не растягивалась, а держалась, я добавляю вот эту вот дополнительную нить. Далее я вяжу в 3 сложения 3 нити. Я заказала 2 клубка, у меня 2 клубка, но один я вяжу изнутри и снаружи. Так, поехали. Вот оно. И добавляю нитку, вот у меня есть синий люрекс, как раз он у меня сюда и впишется прекрасно. Тут какой-то остаток, вот уже прям просвечивает бобина, как раз мне на шапку хватит. Если, конечно же, у вас есть пайетки, то это вариант в 100 раз лучше, да, и ближе к оригиналу. Я использую 2 размеров. Девчонки из телеграм-канала, привет, у меня есть ади квадратные, получила я их тоже в подарок от Ирины из Германии. Сегодня вяжу ими, и у меня в работе будет 2,5 и 3,5 миллиметра. Вот, резинку мы вяжем 2,5 миллиметра спицами. И первым делом я буду тут цифры просто писать. Я набираю 96 петель для резинки, спицы 2,5 миллиметра. Способом качели для резинки 1 на 1 захватываю и так, сейчас убрать. От указательного пальца захватываем нить с большого пальца, дальше от большого пальца захватываем нить указательного пальца. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 и 96. И смотрите, что у меня здесь совершенно не осталось нитки. Обалдеть. Вот, я ее здесь обязательно завязать в узел. Вот так вот придерживая. Далее мы ее проденем и ей уже обработаем наш край. Первый ряд мы вяжем вот не замыкая в круг. Вот первую петлю я. Смотрите, вот здесь вот, смотрите, очень хорошо видно изнаночная, лицевая. То есть первая, вот здесь видно, как лежат петли, лицевая, изнаночная. Вот она развернутая такая, видите? Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Резинку вяжем достаточно туго, потому что эту шапку можно использовать и как берет, как шапку, поэтому оно должно держать, а далее все должно быть свободно. Поэтому я планирую
убрать, видите, забыла, что хотела сказать, убрать дополнительную нить фиксирующую, чтобы все было далее у нас очень нежно. Здесь вот, если вам удобнее, можно на носочных спицах соединить в кольцо. Если вы привычные вязать в круговую, то соединим в круговое вязание и будем вязать резинку. Так, и последнее, и изнаночная, понятное дело, что четное количество петель. Теперь хорошенько мы вот этот ряд выравниваем и соединяем в кольцо. Фиксировать мы будем потом. Вот здесь вот следим, чтобы у нас все было ровно, не перекручено. Вот, есть. Потом мы вот этот край этой ниточкой просто заделаем. Так, и теперь в круговом вязании лицевая я вяжу за переднюю стенку, изнаночную за заднюю. Переднюю можно изнаночную за переднюю стенку будет потуже, и петля будет скрученная. В общем, либо вяжите, как вы, для вас более привычный способ. Возможно, я сейчас поменяю спицы на носочные, потому что здесь у меня, видите, 60 сантиметров леска, и не хочу, чтобы растягивала, хотя может быть и не нужно. Ну, в общем, вяжем теперь резинку вверх тугенько. Итак, у меня провязана, девчонки, вот смотрите, какая шикарная резиночка с этой дополнительной нитью. Единственное, что я вам скажу, я перешла на спицы 2 миллиметра носочные и вязала спицами 2 миллиметра. Вы можете сделать точно так же, и вы можете убрать одну нить, как бы, так как здесь добавляется дополнительное, то вы можете убрать одну основную. Итак, провязала я 19 рядов, я уже сказала или не сказала, в сантиметрах это у меня 5, ровно 5 сантиметров. 19 рядов, 5 сантиметров. И в ширину на данном этапе в стянутом виде у меня прямо ж мало у меня линейки. 17 сантиметров. 17 сантиметров ширина. Это очень хорошо, потому что это все красиво натянется и будет держаться на голове. Теперь, что примечательно, у нас лицевая сторона, вот она. Тут я привязывала ниточку, и у меня тут непонятная. Вот, с изнанки у нас лицевая сторона. Теперь мы переходим на основной узор и будем менять спицы. То есть один ряд мы вяжем спицами 2,5 миллиметра, я его провязала. Далее я вяжу один ряд спицами 3 миллиметра. Вот таким образом и будем менять. Все та же резинка 1 на 1, только спицами 3,5 миллиметра. Я забыла, девчонки, смотрите, что я забыла. Надо же убрать. Сейчас, вот когда вы переходите на основной узор, я убираю дополнительные нити, которые для резинки. Здесь они мне не нужны.
Вот видите, что я забыла. Так, все. Нити я убираю, оставляю на носки. Вот так вот обрываю прям и прихожу. Потом уже, если ниточка где-то будет видна, ее просто нужно продеть. Так, втыкаю я, потому что, чтобы вам не тарахтеть, вяжу ряд. Тут хорошо не нужно использовать ни маркеры, ничего в этом берете, шапке. Все у нас вяжется очень как бы монотонно, без напряга. И получается вот такое вот шикарное изделие. Вяжу я вот один моток внутри и снаружи, один просто так. Когда у меня один моток закончится, я буду вязать методом в 3 сложения от одного клубка. Ну, я вам покажу, когда у меня он закончится один. И потом, уже когда провяжем немножечко, я вам объясню, почему мы меняем спицы, толщину спиц. По большому счету сейчас мы будем вязать полупатентной резинкой, но только с изнанки. Для чего? Для того, чтобы просто было удобнее. Нам нужно будет провязывать лицевую петлю на ряд ниже, и поэтому мы вяжем с изнанки, да? Потому что с изнанки проще провязать лицевую на ряд ниже, чем провязать изнаночную на ряд ниже. Поэтому вот такой вот способ я для себя как бы уже давно использую. Если мне нужна полупатентная резинка в круговую, то я использую именно этот метод вязания по изнанке. Так, я дохожу, круг у меня заканчивается. Так, теперь я оставляю эту спицу. Вот у меня освободилось 2,5 миллиметра, и вязание осталось на спице 3 миллиметра. Я вот так вот продвигаю, снова протыкаю спицу, и теперь я беру 2,5 миллиметра спицу. И вот то, что я говорила, лицевой ряд мы провязываем не в петлю, а на ряд ниже, вот в дырочку под петлей провязываем. Изнаночную просто, лицевой на ряд ниже, изнаночную просто, лицевой на ряд ниже, изнаночную просто провязываем, вот, чтобы не тарахтело, не висело. Ну, если это вы будете делать под телевизором, то ничего страшного. И так по кругу. Запоминаем одно простое правило. На ряд ниже мы всегда вяжем спицей тоньше. Свободный ряд, где у нас просто резинка, мы вяжем спицей толще. Разница спиц, если вы будете менять, это 1 единица 1 миллиметр, у меня 2,5 и 3,5 миллиметра. Ну и на резинку, видите, я думала, что я справлюсь 2,5 миллиметра, но для верности я все-таки перешла на носочные 2-миллиметровые, чтобы потуже была эта резинка, да. Вот так вот. И вот так мы
кружочек проходим. Здесь я же говорю, никаких ни маркеров, ничего не нужно, потому что мы меняем по ряду вот эти вот спицы. Поэтому мы довязали круг до конца, у нас закончилась спица. Перешли снова. Так, все, смотрите. Освободилась толстая спица, значит, я ее беру, вяжу и вяжу следующий круг. Обычно резинкой 1 на 1, спицей толще. В следующем круг, когда я вот этот провяжу, следующий я буду вязать тонкой, но лицевая петля на ряд ниже. Все, продолжаем таким вот образом вязать почти до самой макушки. Итак, я провязала, вот смотрите, 12 рядов. Тут даже ряд у меня не до конца, да. Так, 12 рядов у меня провязано. Общая длина сейчас без ВТО у меня шапка 27 сантиметров. Вот, из них 5 сантиметров это манжетик, 3 сантиметра это вот эта часть и 19 сантиметров основная часть. Далее мы закрываем макушку методом 3 рядов. Люблю безумно этот метод. Начинаем с изнаночной петли. Вот здесь вот у меня одна лицевая, я ее провязываю, переношу на эту спицу. Начинаю с изнаночной, так как у нас лицо, здесь нам нужны по лицевой стороне лицевые петли. Вот здесь вот я переворачиваю изнаночную и провязываю 2 вместе с лицевой. И так по кругу я вяжу целый круг по 2 вместе. То есть тем самым я убираю изнаночную петлю, я ее ликвидирую. Вот здесь вот в конце спицы моя изнаночная, которая без лицевой, я ее переношу тоже сюда на эту спицу следующую и провязываю ее с лицевой. Это моя вторая спица. В конце этой второй спицы то же самое, я ее переношу сюда, эту петлю. Так, все, я прошла по кругу. Видите, у меня везде сокращено количество петель в 2 раза всего. То есть у меня получается 48 петель сейчас на спицах. И я еще их сокращаю еще в 2 раза. То есть далее я еще один круг вяжу по 2 петли вместе изнаночной. С лицевой стороны как красиво это все выглядит. Теперь я обе петли поворачиваю, чтобы красиво у нас ложилось. И провязываю по 2 петли вместе изнаночной. Вот здесь вот у меня не хватает одной петли, я переношу на соседнюю спицу.
здесь у меня тоже одна петля, я ее переношу на следующую спицу. А здесь у нас уже как раз все совпадает. Так, это мы завершили второй круг по 2 петли вместе, и в итоге у нас должно получиться 24 петли. Вот так вот. Сейчас у нас мы можем уже стянуть, но я еще один круг провяжу, чтобы легче было стягивать и не осталось там дырки. То есть третий круг я вяжу по 2 вместе изнаночные, и опять же я поворачиваю, и всего останется всего лишь 12 петель, которые мы стянем и получим макушку. Так, есть 3 круга, смотрите, совсем ничего не осталось. Теперь я беру нить, не очень длинную, здесь нам длинная не нужна, и одеваю иглу и переснимаю эти все петли иголочкой на нить. Так, вот таким вот образом, ну, то есть обычным образом. Так, смотрите, вот важный момент. Здесь вот хвост мы оставляем. Сейчас поймете почему. Есть. Смотрите, я продела все петельки, а здесь вот этим вот хвостиком, который я оставила, я буду вот так вот прям стягивать и завязывать узел. Вот. Благодаря тому, что у нас всего 12 петель, у нас все хорошо стянулось, без дырки, без ничего. Так, теперь следующий момент. Вы можете, конечно, обрезать эти нити, но я внутри шапки в целях безопасности их оставляю. Почему? Потому что может развязаться, может все что угодно быть. А если вы обрежете узел, если его не обрезать, а вот так вот оставить, то есть шанс спасти эту ситуацию от распускания. Но это мой как бы вопрос. Вот такая вот, смотрите, макушечка получается. Прекрасная, прекрасная. Так, и нам осталось продеть конец вот этой вот ниточки от набора. И вот смотрите, что у меня здесь. Здесь у меня, вот видите, набор. И с этой стороны с лицевой лицевая петля. Вот я ее поддеваю под лицевую петлю. Вот так вот восстанавливаю. То есть вот таким вот образом в центр лицевой петли я ее протянула. Потом поворачиваюсь на изнаночную и на изнаночную сторону и увожу ее по лицевой туда вглубь шапки. Тут у нас получается вот таким вот образом.
Ну и ВТО. Я немножечко пройдусь паром. Я не буду ни стирать, ничего. У меня тут куски люрекса как-то повылезали. Я их продеваю наизнанку. Кстати, цвет мне нравится, как я использовала эти остатки синего, ну, голубого люрекса. Оно такой шапке дает отлив красивый. Вот такая вот шапочка у меня, девчонки. Я прошу вас поставить лайк, оставить комментарий. Так, кусок совместника у меня здесь в кадр влезает. Лайк, комментарий, поделиться, девчонки. Буду очень благодарна за вашу обратную связь. Ну и подписаться на канал, кто не подписан. Все. До новых проектов с вами. Всем пока-пока.